Представь, пышногрудая дева, вы вдвоем, романтический ужин, прогулки по парку. Вечер подходит к своему логическому завершению, и вот она ждет тебя на кровати, готовая. Ты подходишь и достаешь свой 12-сантиметровый болт, но он говорит, мол, не сегодня, братан. Было? Не было? Ну тогда представь, невероятно тяжелый рабочий день, как и предыдущие 5. Руководство тебя и в хвост, и в гриву, и взад, и вперед. Ты уставший, возвращаешься домой, и встречает тебя твоя прекрасная вторая половинка, у которой 2 недели подряд болела голова, но зато сегодня у нее прекрасное, страстное, романтическое настроение. Но все, что удастся тебе, это оставить после себя лишь вялое впечатление. Или впечатление вялого. Было? Нет? А, было! Ну, с кем не бывает. Могли бы подбадривающе сказать тебе твои друзья, если бы ты вообще решился заговорить об этом. Ведь тема-то пикантная, деликатная. И не бери на это нам, мужикам, говорить об этом. Вы на канале Таблетовский. Сегодня говорим о мужских осечках. Я поделюсь с вами лайфхаками, которыми пользуюсь всю жизнь еще с подросткового возраста, а также расскажу, какие добавки помогут избежать вам тех самых осечек. В этом видео говорим не про импотенцию. Осечки имеется в виду разовые неудачи, которые могут случиться с мужчинами, будь то 18 лет или 50. Не получилось достичь эрекции, быстро финишировал или наоборот задержался. Это как споткнуться на ровном месте в элитном обществе. Неловко, но не обозначает, что ты разучился ходить. Существуют исследования, в которых говорится, что половина мужиков хоть раз попадали в эту ловушку. При том, что неизвестно, сколько мужчин вообще решили заговорить о своей проблеме. И остались наедине с фразой в голове «с кем не бывает». Поэтому поздравляю, ты не уникальный снежный уникум. Предлагаю коротко разобрать, почему так происходит. И на это есть 2 главные причины. Первое – это когда подводит твое тело. Проблемы с сосудами и кровотоком, гормоны, ожирение, воспалительные инфекции, врожденные патологии, а также перегрев яичек в сауне или от тесного белья. Все это физиологические причины. На них подробно останавливаться не будем, чтобы ролик не получился как научный доклад. Также из очевидного вот что. Курение, алкоголь, побочные действия лекарств, например, таких как антидепрессанты. Курение вызывает спазм сосудов, а алкоголь способен чересчур расслабить организм. И вообще, бухать перед близостью – это как одной рукой управлять авто, а второй ласкать коленку подружки. И то, и другое, скорее всего, получится плохо. Выбери, что для тебя сегодня поважнее будет. Пиво пенное. Приоритеты. Или тело бренное. Ну а с побочкой от антидепрессантов я нашел способ бороться. Естественно, я употреблял антидепрессанты. Что ж я буду за биохакер, который не попробует их действия на себе? И есть решение, но об этом в другом видео. И вторая главная причина – это когда твоя голова мешает собственному телу, то есть все, что связано с психикой. И как заявляют урологи, от этой причины гораздо сложнее избавиться. Из банальных и всем известных – это стресс, тревога, хроническая усталость, недосыпы, и прочее. Но вот какие привлекли мое внимание. Performance anxiety – это когда боишься опозориться. И считается, что страх неудачи – главная причина временных сбоев у молодых мужчин. Можно ли этого избежать без сиалиса, виагры и БАДов? Можно, но сложно. Зависит, о каком именно позоре идет речь. Если ты комплексуешь по поводу своих сантиметров, то самым верным способом будет это найти рукавичку по своему размеру. А вообще загугли среднестатистические данные, произведи собственные замеры и определи, тебе вообще стоит переживать по этому поводу или нет. И завязывай с хабами.com. Но если ты паришься по поводу отсутствия опыта и нервничаешь настолько, что это может привести к вялому, то запомни, возбуждая свою подругу, ты раскрепощаешься и сам. Попробуй поиграть с ней в игру. Задача состоит в том, чтобы не возбудиться от предварительных ласк. Сначала условие такое. Вы ласкаете друг друга, не прикасаясь к интимным
местам. Следующий уровень уже полноценные ласки. И кто первый проявит признаки возбуждения, тот и будет выпорот. Чуть сложнее, но зато всегда срабатывало у меня, это заставить свой мозг думать, что тебе на эту подругу наплевать. И что ты ее видишь первый и последний раз. После такого приема почему-то потом очень тяжело от нее отбиться, от подруги. Ведь не зря говорил еще Трахтенберг, что девушка, как мороженое, сначала холодна, потом тает, а потом, сука, липнет. Дальше из прикольного это ситуационные факторы. Неподходящее место или обстановка. Например, родители в соседней комнате. Кого-то может это ввести в ступор, ну а для кого-то вероятность быть застуканным, наоборот, подстегнет желание. Чем вам не лайфхак? Находите места, где вас могут застукать. Парки, кинотеатры, балконы. И будет вам счастье. Думаю, что ни для кого не открою секрет, если скажу, что у мужчин, у которых уровень тестостерона ближе к верхним значениям, гораздо реже встречаются те самые осечки. Такие люди более уверенные, более стрессоустойчивые. Иными словами, все то, что я выше описал, их попросту не парит. К тому же, проявление андрогенных эффектов повышенного тестостерона магическим образом привлекают женщин. И такие мужчины гораздо реже получают отказы вообще, что еще больше прибавляет той самой уверенности. И поскольку ничего не повышает уровень тестостерона лучше, чем сам тестостерон, то, пожалуй, с него и начнем. Тестостерон энантат. Как прекрасен, тем же и опасен. Опасен прежде всего тем, что он способен серьезно подорвать ваше здоровье. Ну а прекрасные его свойства, такие как повышение либидо и невероятной эрекции, разрушают семьи. И это не миф. Дело в том, что не каждая женщина способна выдержать резкое, чрезмерное либидо своего мужчины. И такому мужчине, естественно, приходится искать внимание на стороне. Со всеми вытекающими на то последствиями. То есть измены, ссоры, скандалы и разводы. Как и почему и для чего принимал его именно я расскажу в отдельном видео, потому что это очень обширная, интересная тема. И вы, как видите, я не качок, если вы думаете, что это только прерогатива качков. И оно, кстати, будет даже после этого. Чуть проще, но также эффективно работает ашваганда. Ну, по крайней мере, на мой организм. Во-первых, это адаптоген, который помогает бороться со стрессом, который может быть, собственно, причиной вялого рукава. А во-вторых, ашваганда способна повысить уровень тестостерона. Ссылки на исследования я оставлю в описании. Коротко скажу, что от 14 до 17% выявлено, что ашваганда повышает уровень тестостерона, но по своим собственным ощущениям я скажу, что именно так и есть. И как вы понимаете, мне есть с чем сравнивать. Вот только работает ашваганда не с первого приема. У нее накопительный эффект, который наступает у всех по-разному. У меня это 5-7 день. Что касается самого эффекта, у меня жалоб на стояк не было. Но на 7-й день приема ашваганды у меня началось такое, в буквальном смысле вырастала 3-я нога. Я был вынужден опаздывать на работу, потому что мы с женой усердно работали над тем, чтобы от этой ноги избавиться. Добавка эта не совсем проста. Многие, как мне показалось в Ютубе, просто зачитывают ее положительные эффекты на организм. Скорее всего, они ее даже не употребляли. Ну или мой организм отреагировал на нее как-то индивидуально, но об этом будет отдельное видео полноценное. Там много о чем я вам расскажу. В любом случае, ашваганда заслуживает вашего внимания. Гинка билоба улучшает кровообращение, следовательно и наполнение вашего питона. Я ее принимал с целью концентрации внимания на работе, но из-за ее афродизиаковых свойств концентрировался я далеко не на рабочих процессах. Я имел неосторожность и отправил свою жену за границу на момент курса гинка билобы. И вот тогда-то я как раз и прочувствовал, как она влияет и на эрекцию, и на либидо, и на влечение. Я прокачал свои навыки рукопашного боя так, как не тренировался в студенческие годы. Имеет также накопительный эффект, но эффект этот заметен уже с первого приема и значительно, сильно улучшает качество эрекции, что
может придать вам уверенности. Не советую совмещать с какими-либо стимуляторами, даже с такими как кофе или чай. L-теанин будет полезен, если вы длительное время находились под действием стресса. И стресс этот стал причиной вашей недоэрекции, скажем так. Обладает расслабляющим для сосудов свойством, также улучшает кровоток и при этом не является седативным. Сценариев для его применения масса. Я об этом сниму отдельный ролик. Ну а если само свидание для вас уже является непосредственно стрессом, то я бы рекомендовал, к вашему удивлению, фенибут, который делает вас стойким в любой непредвиденной сложной ситуации. Не советую его совмещать ни со стимуляторами, ни с алкоголем, ни с чем, что прет, так как фенибут усиливает многократно их действие. Также на нем лучше долго не зависать, так как он способен вызывать привыкание. А лучше принимать его заранее, если знаете о предстоящих нервных переживаниях. Очень действенная штука. Если бы я был не женат, то закидывался бы им на каждом свидании. Я-то все равно не пью. Следующий на очереди мое почтение женьшень обыкновенный, он же женьшень азиатский. Попросту это самый обычный женьшень, который вы можете найти в любой аптеке. Я его принимаю для увеличения сил, жизненного тонуса, энергии. Ну вот такое вот. Кстати, ашваганда тоже считается женьшенем, только индийским. Усиливает влечение, а не качество стояка. Ну а если он вам покажется слабоват, то я вам рекомендую древнейший женьшень под названием золотой конек. Это тот же самый обычный женьшень, только с добавкой морского конька. Очень сильная штука, которая сильно увеличивает твою работоспособность и настроение. Ну и хотелка усиливается, мама моя дорогая. Если совместить с алкоголем, то можно превратиться в похотливого самца. Я сам себя не узнавал под действием этого препарата и выполнял по несколько заходов подряд. Абсолютно не имеющий доказательной базы на увеличение уровня тестостерона, но по свойствам схожий с женьшенем, это Tribulus testeris. Мне его назначил врач-эндокринолог, у которого я на приеме выпрашивал тестостерон. В тестостероне не было отказано, но зато был прописан вот этот вот Tribulus. И мне повезло, что моя страховая компания нашла именно аптечную версию, которая действительно работает. Потому что все, что я приобретал в спортпитах, оказалось просто пустышкой. Вообще без всяких результатов, без эффектов. Если бы не попробовал аптечный, то его вообще бы в этом списке сегодня не было бы. Дальше мой любимый с недавних пор и по сегодняшний день это аминокислота L-аргинин и цитрулин. Это аминокислота, свойства которой сильно зависят от ее формы. Например, аргинин-глутамат аптечный. Я его принимаю в качестве гепатопротектора. А цитрулин я принимал при астении и апатии после болезни. Общее у них то, что они обе влияют на выработку оксида азота. Молекулы критически важны для расслабления кровеносных сосудов и обеспечения полноценного кровотока в твоем банане. С аргинином и цитрулином ты точно забудешь, что такое вялый, и даже сможешь удивиться, какого размера он у тебя может быть. Качки, кстати, именно по этой причине им и закидываются для пампинга мышц. Вот такой вот эффект. Для скорострелов у меня также найдется, что предложить. И это спирулина. Водоросль, которая богата антиоксидантами и может улучшить кровоток. Но главное в ней то, что она снижает чувствительность, и ты сможешь значительно дольше продержаться на дистанции. Во всяком случае, на меня действует именно так. Именно по этой причине я ее редко принимаю, так как очень часто вообще невозможно финишировать. Пользуйтесь. Очень полезная штука, которая также богата много чем. Изучите каждый вариант отдельно. Я специально предоставил информацию сжато максимально и только в рамках темы этого видео, чтобы не было воды.
Более подробно я о каждом из них поделюсь в отдельных видео. И хочу подчеркнуть, что каждую эту добавку я лично сам принимал. И особенно эти принимаю по сей день. Естественно, этот список невелик. Но опять же, эти добавки предназначены совершенно для другого. И которые попутно обладают вот этим вот эффектом, которым я и хотел с вами поделиться. Знаете еще какую-то добавку? Сообщите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно протестирую, изучу. И если она будет заслуживать внимания, сниму даже отдельный ролик про нее. А вообще загуглите среднестатистические... А вообще загугли среднестатистические... Да ёлки-палки. Петр Первый, Петр Павел. А вообще загугли среднестатистические... А вообще загугли среднестатистические... А вообще загугли среднестатистические значения. А вообще загугли среднестатистические... А вообще загугли среднестатистические... А вообще загугли среднестатистические... Статистические.